Приветствую, друзья! Сегодня я хочу поговорить о современном бумбоксе Tron Smart Bank Max, который удивляет как своими габаритами, так и суммарной выходной мощностью в 130 Вт. Причем внутри у него стоят вуфер, среднечастотник и твиттер отдельно для левого и правого канала, а не, как сейчас принято, разделять только средние частоты. Ну и дабы усилить эффект, по бокам нам добавили два внушительных по размеру пассивных излучателя. Естественно, в наличии защиты от воды до 24 часов автономной работы поддерживаются AUX флешки и карты, а в специальные выходы можно сразу подключить микрофон и электрогитару. То есть это одновременно еще и комбик для домашних или уличных импровизаций. Очень любопытная модель, на ней сегодня подробно и остановимся. Поехали! Приходит аппарат в большой и увесистой коробке с изображением непосредственно героя обзора и перечнем его основных достоинств, в числе которых производитель выделяет трехполосную систему излучателей, защиту от воды по стандарту IPX6, хорошее время работы от одного заряда, наличие подсветки и фирменного приложения с эквалайзером. Входа здесь два, причем каждый со своим регулятором уровня и гейна. А значит, можно сразу и петь, и аккомпанимировать себе на электрогитаре. В комплект нам положили набор документации, довольно внушительный по длине AUX кабель и импульсный блок питания на 15 вольт 2 ампера. Сам Bank Max тоже весьма нескромных габаритов, да и весит около 6 килограмм. Сверху у него удобная ручка с продуманным сцеплением, снизу прорезиненный овал ножки, а по торцам пассивные динамики со светодиодной лентой. Остальная же часть здесь обтянута черной водоотталкивающей тканью в совокупности с матовым пластиком. Сзади под резиновой заглушкой расположился зарядный порт, кнопка сброса на заводские настройки, два совмещенных инструментальных входа с отдельными ручками громкости и гейна, AUX, слот для карт памяти и классический уже USB-порт для флешек. На управляющей панели находится 4 светодиодных индикатора, кнопка включения, коммутации, 2 кнопки для регулировки громкости, они же переключают треки вперед-назад, пауза, паринг, включение систем SoundPulse и TuneCon, а также эффект эхо для микрофона и гитар. Из неочевидного отмечу, что режимы подсветки тут переключаются при помощи короткого нажатия на кнопку включения, а пауза двойным щелчком переключает входы, если вам нужно, например, играть музыку с флешки, AUX или карты памяти. Всего здесь трудится целых 8 излучателей, из которых 2 вуфера, 2 среднечастотных, 2 твиттера и 2 пассивных торцов, что, собственно, и дает в сумме указанные 130 Вт мощности. А благодаря батарее на 18 тысяч мАч аппарат вполне способен радовать нас целых 24 часа кряду. Естественно, это на половине громкости и без подсветки. Воды колонка не боится, слегка шипит в фоне, а из кодеков, к сожалению, поддерживается только базовый SBC. В фирменном приложении мы, как обычно, можем обновить прошивку, настроить автоотключение, отрегулировать громкость, полностью управлять воспроизведением, выбрать один из пресетов эквалайзера или же настроить его самостоятельно, переключить режим работы, настроить сопряжение и трансляцию, переключить подсветку и, судя по всему, добавить баса, верхов и реверберации на каждый входящий канал. Играет колонка действительно громко. Не так, конечно, как Halo 200, но где-то близко. По характеру мы получаем все тот же достаточно нейтральный звук с неплохой прорисовкой деталей, эмоциональностью
и выразительностью. На слух все более-менее ровно, бас хороший, при этом он не доминирует над средними частотами, а напротив дает неплохое разделение и понимание текстур. Серединка довольно чистая, но в то же время какая-то простая, что ли, без бархатного окраса, усиленной мелодики или попытки нас хоть как-то удивить. Все скорее пресно и мониторно. Высокие, на мой слух, куда лучше выражены, чем в Hello 200. Их тут реально больше, но не по амплитуде, а по протяженности и балансу. Из-за чего вокал словно слегка выдвигается из трека, позволяя расслушать даже мельчайшие оттенки голоса. Здесь, конечно, всплывает своя особенность, поскольку баса все время хочется чуть-чуть наболтать, зато инструменты буквально как на ладони. Если же нужно больше миска и аналоговости, то, как и всегда у Tronsmart, берем в руки эквалайзер или же просто включаем режим Sound Pulse. Последний действительно чуть насыщает звучание, делая его чуть громче, атмосфернее и жирнее, но при этом слегка скрадывает детали. Обычно у меня он включен, но если хочется послушать музыку посложнее или, например, какой-нибудь подкаст, всегда его отключаю. Ничего аудиофильского тут, естественно, нет, но все звучит ровно, сбалансировано и в меру подробно, даже с учетом примитивного SBC-кодека. Форм-фактор бумбокса, на мой взгляд, здесь не особо обыгран, поскольку бас хотя и лупит, и глубину имеет нормальную, но в полном смысле этого слова не качает. А вот поставить BencMax на кухне, в спальне или взять с собой на шашлыки – самое оно. Для таких сценариев это реально то, что нужно. Еще одна хорошая колонка. Тут мне, друзья, добавить нечего. Без особых аудиальных изысков, но, как говорится, вполне достойно. По измерениям у нас довольно-таки неплохой по скорости затухания импульс, допустимые расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие 5%, что, естественно, немало, но как для Bluetooth приемлемо. С водопадами на 30 и 60 дБ можете ознакомиться самостоятельно. По АЧХ же мы имеем заметное усиление на саб-части, после чего кривая равномерно убывает до 1 кГц включительно, да и потом с оглядкой на особенности Bluetooth кодеков все продолжается более-менее ровно. Как на мой вкус, вполне достойный график с легким подсвечиванием низких частот. Режим Sound Pulse, как видите, практически копирует стандартную настройку с усилением примерно на 2 дБ. Итогом беспроводная колонка Tronsmart BencMax очень неплохо сделана, шикарно выглядит, имеет приличную защиту от воды, хороший уровень громкости, до 24 часов автономной работы, светомузыку, поддержку карт памяти, AUX и флешек, а также внушительные 130 Вт суммарной мощности. По характеру же это довольно чистое, сбалансированное звучание с уклоном в нейтральность или скорее даже в мониторность. Бас тут хорошо чувствуется, но качает не так здорово, как это было в Hello 200. Зато здесь куда лучше раскрывается середина и высокие частоты. Звук, так сказать, более собранный, четкий и даже немного напористый. Ничего аудиофильского и в этой модели я тоже не нашел, но сделано все с умом, хорошо настроено, а значит вполне годится не только для вылазок на шашлыки, но и для дома где-нибудь, например, в гостиной. Хороший девайс, Tronsmart, как обычно, держит марку. А на этом у меня все. Это была беспроводная колонка Tronsmart BencMax. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подписывайтесь. Всем, друзья, добра. Tronsmart BencMax.